Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня у нас передача, посвященная опять пришедшим новинкам в наши магазины. Начну я, наверное, сегодня таким вот образом. Мы совсем недавно, буквально рассматривали вот такую вот новинку. Это был танк «Пантера» от компании Hobby Boss. И мы как-то с моим очень хорошим приятелем, одним из сотрудников нашего магазина, который работает в торговом комплексе «Миллер», Константином Кулаковым, мы как-то один раз поговорили, что сколько «Пантер» нужно для счастья. Вообще, есть танк «Пантера» в модели в 35-м масштабе. Сколько вообще их нужно, сколько их можно... Как оказалось, их может быть довольно-таки много. Они могут быть всякие разные, разных производителей. Вы, конечно, знаете, еще раз, хобби-боссовскую «Пантеру» мы смотрели. Есть хобби-боссовская «Пантера». Есть «Пантера» от компании Dragon. Есть знаменитые томиевские «Пантера». Есть «Пантера» от компании «Звезда», которая, знает вообще все. Есть «Пантера» от компании ICM. До последнего времени считалось, что одна из лучших «Пантер» является именно «Пантера» поздних выпусков, модификации Г, является именно «Пантера» под индексом 6228 от компании Dragon. То есть это была лучшая «Пантера» на тот момент. Сразу хочу вас, уважаемые зрители, для полноты информации обратить ваше внимание на статью Владислава Белинского с сайта Dish Models. Вы можете в сайт забить в интернете. Это человек, который является большим поклонником «Пантер». В частности, он целиком и полностью разбирает там именно «Пантеры», прямо по болтикам, по винтикам и так далее. То есть там все непосредственные отличия, они не только перечислены в статье, он сравнивает две модификации «Пантеры» от двух наборов. Одна из них томиевская, как раз вторая драгоновская. Вы можете туда обратиться. Сам я как бы авиатор, я сейчас могу говорить много разных вещей. Мы сейчас будем обозревать одну из новейших «Пантер», которые пришли к нам в магазин. Говорят, что она сейчас самая лучшая. И мы сейчас ее немножко рассмотрим. Но если в моей речи в сегодняшнем повествовании будут какие-то технические неточности, прошу меня сильно не пинать. А теперь к самому вкусному. К нам пришла, что удивительно, «Пантера» от компании Rifle Models. Вот такая замечательная вещь. Многие ее смотрели скрупулезно. Уже некоторые моделисты уже собирают. Я скажу так, я авиатор, я не танкист, но посмотрев этот наборчик, я даже как бы захотел что-то собрать. Я, правда, уже как-то признавался, что я большой любитель израильской техники в качестве танков Меркава, но такую «Пантеру», наверное, я все-таки захочу получить в качестве подарка на Новый год. Есть пару товарищей, которые сейчас меня смотрят, Новый год уже совсем скоро, поэтому... это меня вполне устроит. Теперь мы сейчас будем сразу рассматривать саму модель. Сразу хочу сказать, что обращает внимание. Мы с Константином Кулаковым посмотрели эту модель, он тоже большой любитель, он танкофил, танкоманьяк и так далее. В хорошем смысле слова собирает танки давно, много. Он сказал, что это, на его взгляд, это одна из лучших «Пантер» в 35-м масштабе, который сейчас присутствует на модельном рынке вообще. В чем это великолепие заключается? В том, что, во-первых, здесь объединены несколько заводов, которые выпускали. Здесь есть ранняя, поздняя маска. И давайте мы сразу же перейдем к коробке. Я буду показывать вам литники и буду показывать отличия одного из других заводов, то, что здесь положено в коробку. И еще хотел внимание, мы потом еще рассмотрим кое-что, и я потом объясню, каким образом мы это сделаем, чтобы сразу охватить эту тему. Это у нас Rifle Models 5018, это индекс модели. Здесь у нас изображена «Пантера» позднего выпуска, это Г,
Значит, основное отличие — это у них маска с бородой и вот измененная лобовая плита под прибором механика водителя. Здесь есть такая вот выемочка. Эти они отличаются. Кроме того, надмоторная плита и отсутствующий здесь именно, это, скорее всего, либо Daimler-Benz выпускал именно такую пантеру, вот, либо этот самый Henschel, может быть, вот, потому что у мановских пантер, у них у всех, и здесь последний каток обрезиненный, именно то, что вот хорошо показал именно драгоновский набор 6228. Вот, открываем. Так, начнем мы, естественно, с инструкции. Вот такая замечательная книжица, сразу с одним из прототипов. Естественно, здесь перечисление деталей, порядок сборки. Вот здесь все вот это вот показано. Вот, опять же, в конце, опять же, мы еще один из вариантов пантеры. То есть 3 варианта здесь дается. Вот таким вот у нас даны здесь литник, верхняя часть корпуса. Естественно, здесь есть вырез под вот 2 вида плиты лобовой части. Значит, если обратить внимание, опять же, есть очень хорошо показана катанная, ну, обработанная броневая часть, то есть борта, они не являются абсолютно прямыми, вот как литье, а именно вот имеется как вот такие вот, видно, что их катали, и вот это как катка, как бы она вот здесь вот читается, она видна, даже прощупывается пальцами. Вот, значит, что здесь еще у нас есть? Различные, ну, понятно, что здесь детали ходовой части, коуши для, допустим, для тросов крепления. Вот, все они уже немножко уже здесь подзасверлены, поэтому здесь уже, так сказать, поработали очень на славу. Я хочу сказать одно, вот обращаю опять же пулеметы, вот, которые даны именно здесь, их 2 дано, и они уже все имеют засверленные отверстия. То есть вам нужно вот чуть-чуть, немножечко, совсем капельку, буквально немножечко как бы развернуть, ну, расцверлить, что ли. Вот ящики шансового инструмента на кормовой плите, они здесь даны 2 видов. То есть это именно вот подразделение заводов. Также надмоторная плита имеет различия, тоже опять же это все именно заводские серии. Они имели небольшие внутрисерийные отличия. Вот передние крылья, которые всегда очень смотрятся хорошо. Также люки механика водителя и стрелка-радиста. Нижняя часть ванна корпуса сделана вот таким вот образом. Вот вторая броневая плита. То есть можно поставить эту или поставить вот эту. Видите, они имеют различия. Эти различия компании и разработчикам учтены. Вот ванна корпуса, еще раз говорю, она не цельная. Но тем не менее, все положено, ну, разработано таким образом, чтобы установить сюда двойную торсионную подвеску, которая была на этих танках, что давало им неоспоримую плавность хода. Вот. Теперь мы смотрим, вот тут 2 литника с ходовой частью, ну, с катками. В ходовой части ведущее колесо, значит, опорные катки даны с обрезинкой. Вот. И сейчас здесь отдельно даны, значит, во-первых, даны вот те самые с внутренней амортизацией, которые очень часто ставили на пантеры завода МАН, именно, то есть мановские пантеры именно славились этим. Значит, здесь же также находятся полупальцы для того, чтобы их вставлять в гусеницы. Гусеницы, в отличие от райфенмодельского, их же Тигра, уже с гребнями. Гребни приклеивать не надо. В этом их огромнейший плюс. Они вот сделаны вот так вот по 2 на одном мини-литничке. Вот такой вот спаренные они. То есть обрабатывать их довольно-таки несложно. И вставляются они вот на эти полупальцы. Для этого существует вот такой вот кондуктор. Понятно, они вот сюда вставляются, закрепляются, и все это великолепнейшим образом делается, то есть они будут у вас как бы рабочими, ну, естественно, на трении и так далее. То есть здесь гусеничные траки даны вот в отдельном пакете. Вот. Кроме того, что здесь, обратите внимание, даны диски без обрезинки.
Это вот такие вот диски именно от основных катков, именно очень часто вешали либо на башню, либо на борта машины. Ну, только на дуло не вешали. Вот. Значит, здесь у нас еще, обратите внимание, вот здесь вот элементы ходовой части, это вот торсионная система, вот эта так называемая, она двойная, идет сюда и сюда. Вот бронировка здесь, смотрите, пламя-гасители. Бронировка есть и круглая, и квадратная, и литая, и сварная. То есть и такое. Опять же, к этому надо внимательно обращаться. Вот здесь у нас находится непосредственно маска пушки ранняя, поздняя, так называемая с бородой. Опять же, все элементы катанной брони. Ствол дается целиковый, ну, небольшой здесь есть облойчик, который, естественно, легко убирается. Но ствол, во всяком случае, вот я так сейчас посмотрел, очень многие сразу спрашивают, овальный он или нет. Да нет, он круглый, но все равно его немножечко надо просто тащить. И отдельно дан, вот таким вот образом, дан дульный тормоз. Пролито все очень четко, качественно. Элементы наводки, здесь даны вон зубцы. Все это очень хорошо читается. Элементы командирской башенки. Здесь вот она из нескольких деталей состоит. Вот, также дан здесь пулемет. И пулемет, опять же, уже, как я уже сказал, уже засверлен. Вот в этом во всем великолепии мы не рассмотрели только это декаль. Вот с обратной стороны лист фототравления непосредственно под эту модель, что является огромнейшим плюсом. Вот. Также у нас здесь дано вот такой вот пластиковый, это просто как бы чехол. Ну, когда пантеры передвигались, надевался чехол на орудие в избежание попадания пыли. Тем не менее, таких машин на фотографиях попадается большое количество. Смотровые приборы, запечатанный аккуратно прозрачный, кристально прозрачный литник, который надо немножко подкрасить. Ну и последнее, вот то, что вот мы встречали здесь совсем недавно, вот без бандажа, тем не менее, вот можно сюда одеть бандажик, он здесь присутствует. Вот такая вот замечательная, действительно, ну, очень интересная новинка. Я могу сказать одно, что я вообще, как уже говорил, что я являюсь авиатором, но тем не менее с большим удовольствием потрогал, покопался в литниках. Пролито все четко, ровненько, аккуратненько. То, что вызывает просто восторг. Пару товарищей уже эту пантеру собирают и говорят, что собирается она так же хорошо, как и выглядит. Я сейчас поступлю следующим образом. Смотрите, мы сейчас рассмотрели пантеру под номером 5018. Вот, и сейчас вот рассмотрим еще две пантеры. Это 5016. Вот такую вот пантеру мы рассмотрим. Вот, и 5019. Пантер так много, что они даже у меня на столе не помещаются. Это пантеры с интерьером. Они сделаны немножко по-разному. Мы сделаем следующим образом. Чтобы вас не утомлять, вот этот вот набор, так сказать, базовый, он присутствует во всех трех коробках. Поэтому в этих коробках я вам покажу то, что не входит вот в этот набор и чем они отличаются друг от друга. Я думаю, так будет честнее и так будет правильнее. Вот, уважаемые коллеги, это у нас набор тоже Pantera Rifle Models номер 5019. На коробке сразу нам показана одна из Пантер, но имеет вот такой технологический разрез, покрашенный красным. Но многие были в артиллерийском музее, видели танки в разрезах. Вот это тот самый случай. Я думаю, что каждый из моделистов хочет иметь какой-то танк в разрезе, чтобы показать внутри интерьер. Машина имеет, модель имеет в своем составе интерьер. Вот поэтому, естественно, вот такая вот здоровущая коробка. Там те же самые три варианта данные. Но самая изюминка, как говорится, именно вот в этих деталях. В том, что здесь показан интерьер. Я сейчас отсюда буду вам доставать только те литники, которые не входят в набор 5018 и являются именно отличительной особенностью именно данного набора 5019. Значит, мы начнем опять же с книжечки. Здесь опять же показана Пантера в разрезе. Опять же даны те же самые варианты. Вот, пошли
поэтому книжка намного толще. Интерьер. Вот. А самой главной изюминкой является вот эта вот цветная вкладочка, по которой вы можете спокойно не мучиться и думать, блин, какой там цвет вот здесь, внутренности, вот салатный или песочный. Вот такого же цвета находите и просто спокойно красите. То есть вот таким интерьером покрывалось внутри боевого отделения, отделение двигателя, трансмиссия. В этом большой плюс, и не нужно думать, какой цвет. Вот такой цвет. Приходите и говорите, мне нужен вот такой цвет. И мы вам подбираем вот такой вот цвет. Теперь, соответственно, мы остановимся более подробно на том, что отличительная особенность этого набора. Значит, вот опять же, заметьте, верхняя часть корпуса с вырезом уже. И также вырезанная часть именно здесь. Это при том, что нормальная башня и нормальный корпус в этом наборе присутствует тоже. То есть это как бы есть. Вот. Ну а дальше пошли непосредственно литники, которые являются наполнением внутренности танка. Это вот башня внутри, это элементы двигателя. Вот, пожалуйста, радиаторы, охлаждение системы, укрепление боеукладки. Вот все это как бы здесь дано. Вот непосредственно трансмиссия, которая становится переднюю часть, планетарные коробки. Здесь опять же, видите, они объединили тот самый литник, который 50-18, помните, это здесь полупальца. Они заодно решили объединить его со снарядами. Вот, пожалуйста, ряд снарядов. Здесь еще фототравление также присутствует, стандартный набор, который был в 50-18, еще дополнительно вот здесь. Это для того, чтобы использовать это непосредственно внутри уже боевого отделения. И литник декали отличается небольшим тем, что есть только не только номера и литеры, но и здесь еще те самые обозначения, которые наносятся на механизмы, различные агрегаты в немецком, естественно, стиле, и все вот эти обозначения, которые непосредственно наносятся то, что находится внутри танка. Поэтому эту декальку разработчик заботливо положил в набор. Вот, в принципе, и отличие данного набора. Вот теперь мы откладываем 50-19 в сторону и переходим к последней части заключительного марлезонского балета. Это 50-16. Вот такие вот здесь расположены варианты. Немножко другой камуфляж здесь. Вот. И здесь этот набор отличается тем, что здесь имеется пластиковый прозрачный корпус. Кому-то нравится с вырезом, кому-то просто захочется именно сделать вот таким вот образом. Вот. Ну, здесь у нас происходит следующая ситуация. Вот я здесь не буду открывать очень много. Здесь боевое отделение, полностью набор, который соответствует набору 50-18, самому первому, который мы рассматривали. Вот. Здесь те же самые абсолютно находятся детали. Также два вида фототравления. Вот. Но изюминкой именно вот этого набора является вот такой вот замечательный прозрачный корпус. Нету здесь корпуса, здесь корпус только такой. То есть, значит, вы можете его построить, а если вам не понравилось, вы можете его закрасить. Опять же, здесь дана цветная сноска на то, что можно посмотреть, как, что, где было устроено, как было покрашено. Вот. Ну, здесь вот такой вот, только единственное, что оригинальный, вот такой вот зимний камуфляж. Вот, уважаемые коллеги, вот такая у нас сегодня очень длительный получился ролик, но не охватить иначе. Еще раз подведем итог. Мы сегодня рассмотрели, в этом видеоролике рассмотрели 3 новых Пантеры, которые выпустила компания Rifle Models. Чем они отличаются? Это Пантеры поздние Г
со всеми модификациями, которые можно собрать. То есть, опять же, для того, чтобы вы хотите собрать конкретную машину, нужно искать бортовой номер, ну и, как правило, фотографию выбранного вами прототипа. Мы рассмотрели сначала 5018. Это стандартный набор, который присутствует во всех трех наборах. Отличаются наборы принципиально только тем, что здесь имеется разрез. Вот. Ну и также здесь можно собрать и ту же самую пантеру, которая есть и в этом наборе. А этот набор имеет прозрачный корпус, но обыкновенного корпуса пластикового, не вырезанного и самого простого там нету. Здесь пластиковый корпус, башня и корпус прозрачные. То есть вот таким вот образом поступила компания Rife Models. Замечательная, интересная пантера. Мы уже сказали, что пантер много не бывает. Вот еще 3. Ваше право выбирать, какую вам пантеру из них собирать. Модели очень интересные, просятся в руки. Мы сегодня рассмотрели вот эти вот новинки, поступившие в наш магазин. Просим вас, приезжайте, покупайте, украшайте свои коллекции новыми моделями. Я думаю, что при постройке пантеры от Rife Models вы получите удовольствие. Меня зовут Павел. До новых встреч. Это был Мир моделей. Всего хорошего.